Сегодня я покажу, как я использую окантовыватели для обработки открытых срезов косой бейкой на своей промышленной машине. У меня два окантовывателя. Один идет с параметрами под обработку косой бейкой в 0,5 на выходе. Ширина подходящей бейки указана на окантовывателе вот здесь внизу. Для того, чтобы на выходе мы обработали косой бейкой в 0,5 сантиметра, ширина косой бейки должна быть для этого окантовывателя 2 сантиметра. У каждого окантовывателя идет своя рейка продвижения и подходящая лапка. Второй окантовыватель выглядит практически так же. Различие заключается в ширине самого приспособления, и этот окантовыватель на конечную обработку в 1 сантиметр косой бейки. Поэтому здесь параметры отличаются, как и ширина самого приспособления, и для того, чтобы на выходе получить обработку в 1 сантиметр, бейку необходимо выкраивать 4 сантиметра. Также у этого окантовывателя слегка отличается рейка продвижения и существенно отличается ширина самой лапки. С более широкой обработкой никаких проблем у меня не возникало, поэтому сегодня я покажу более сложный вариант и более деликатный, это обработку в 0,5. Для того, чтобы установить приспособление на свою швейную машинку, не нужно быть механиком, достаточно подружиться с отверткой и иметь небольшую сноровку. Мы откручиваем игольную пластину. В комплекте к вашей швейной машине есть вот такая вот длинная отвертка. Ей удобно раскручивать. Для того, чтобы не повредить иглу в процессе установки приспособления, рекомендую ее выкрутить. Также убираем стандартную лапку, поднимаем рычаг лапки и выкручиваем. Для этого необходимо будет поднять коленоподъемник. После этого отодвигаем левую пластину, которая закрывает у нас доступ к рейке, и убираем игольную пластину с разметкой. Нам открывается рейка продвижения, которую тоже необходимо выкрутить. Если вы никогда ранее не откручивали рейку продвижения, возможно, понадобится больше приложить усилий для этого. Потом, как правило, она непроблемно откручивается и закручивается. На этом этапе отличная возможность почистить свою швейную машину от каких-то ошметок ниток и пушка. Я это делаю вот такой щеткой для оверлока. После этого мы устанавливаем рейку продвижения от нашего приспособления и видим, что она отличается от той, которая стояла в родном комплекте. Тут есть один нюанс. Прикручивать необходимо сначала немножко наживить одну сторону и вторую, и потом выровнять вот этот вот угол и так закрутить уже до конца. Когда мы наживили рейку, вот теперь мы выравниваем, видите, она еще может ходить в одну сторону и вот так вот в другую. Нам важно, чтобы был прямой угол, поэтому мы выравниваем и только так уже закрываем одну сторону. Опять же смотрим, чтобы было все ровно.
и вторую, и закручиваем до конца. Перетягивать не нужно. Теперь мы можем установить приспособление на рейку. И если мы все сделали правильно, то эти зубья отлично подходят к приспособлению. Закручиваем болты точно так же, как и на рейке. Сначала их наживляем и поочередно, не до конца, чтобы не было никакого перекоса при установке. Потом уже закручиваем. Устройство установили. Нижнюю нить я опускаю в челнок и закрываю игольную пластину. Устанавливаю лапку точно так же, как мы устанавливаем другие лапки на свою машину. Поднимаю для этого немного коленоподъемник, подвожу лапку к болту и закручиваю сбоку. Возвращаю иглу на место. И продеваю нить в иглу, как и обычно. У лапки этого приспособления также есть место под нить. Вот тут вот. Оно находится вот здесь. Оно находится на лапке там же, где место под иглу. Вот здесь вот. Продеваю нить и обязательно вытаскиваю вручную маховым колесом челночную нить. Вот эти две ниточки должны оказаться у нас в руках. Убираем их назад. Уже можно опустить рычаг подъема ручной у машины, чтобы лапка опустилась вниз. Разбираемся с устройством. У данного устройства есть вот такой рычаг, который может регулировать положение приспособления по отношению к игле. То есть, если мы его опускаем на себя, то приспособление больше будет нам подавать косой бейки к игле. То есть расстояние от края подгибки бейки будет больше. Если нам нужно это сделать на 0,1 минимально, то мы регулируем этим рычажком наверх. И вот видите, устройство уезжает у нас в правую сторону. Когда приспособление для большего значения бейки, как вот это, в таком случае это различие будет заметно сильнее. Вот смотрите. Больше устройства можно пододвинуть к игле, больше это заметно, и отодвинуть. На 0,5 все решают буквально миллиметры, поэтому нужно внимательно следить за положением окантовывателя по отношению к игле, чтобы это было действительно 0,5, а в данном случае обработка косой бейки 0,5, поэтому строчка должна проходить как 0,4 или 0,1 от краев бейки. Разбираемся с подходящим значением кроя бейки к устройству. Я уже показала вам, что на устройстве написано значение 20 мм или 2 см. Вот такую ширину бейки необходимо выкроить по косой. Я использую готовые бейки. И сейчас в запасе у меня закончилась бейка со значением, подходящим к этому приспособлению. Но тем не менее я возьму сейчас ее и разутюжу. Отмерю необходимое значение в 2 см и срежу излишек. Либо можно выкроить такую бейку вручную. Разутюживаю бейку.
Отмеряю необходимую ширину. И в моем случае срезаю излишек. Но я напомню о том, что бейки подходящего размера также продаются. Или можно изначально выкроить бейку в 2 сантиметра для окантовывателя в 0,5 на исходе. Утюжу еще раз. И могу ее использовать для работы. Пропускаю бейку через вот эту змейку следующим образом. Обязательно через нижние значения, вот так вот змейкой. Пропускаю аккуратно через само устройство и внимательно слежу за тем, чтобы подгибка с одной стороны и с другой вот здесь вот была одинаковая. То есть вот, видите, эти два уголочка начинают подворачиваться вот так. Аккуратно провожу. Вот в это отверстие пропускаю иглу или вспарыватель. Поднимаю лапку для того, чтобы облегчить себе доступ к бейке. Ухватываюсь за кончик. Беру его в руки и провожу вот следующим образом. Теперь необходимо подгибку снизу и сверху выровнять и увести назад. Выровнять и увести назад. Вот так. Обязательно посмотрите, чтобы внизу, вот здесь вот, у вас ничего не было смещено, потому что тогда бейка аккуратно не будет располагаться в подгибке. Есть всего лишь небольшой нюанс, что отрезок начала строчки, вплоть до 10 сантиметров, может быть тестовым. После того, как мы убедились, что у нас снизу и сверху идет внутри подгибка, вот так, смотрите, видите, вот один край, вот второй, а вот идет сгиб. Вот в это заложение мы будем располагать срез необходимой детали нашего изделия. После того, как у нас вот это произошло, вот тут вот внизу еще, обратите внимание, на окантовывателе есть вот такой ограничитель. За его пределы бейка не должна выходить. Теперь нужно посмотреть сверху и поработать вот этим рычагом для того, чтобы наша игла была на месте, то есть либо разместить окантовыватель ближе к игле, либо дальше. Но главное, чтобы игла попадала как в верхнюю подгибку, так и в нижнюю. Мы сможем с вами понять, когда начнем прокладывать строчку. Включаю машинку. Я опускаю иглу и как раз смотрю, что она у нас попадает в нижнее заложение. Если что-то у нас не совсем точно получается, то мы либо двигаем этим рычагом устройство ближе к игле, либо наоборот отдаляем, если нас смущает, что от подгибки слишком большое расстояние. После этого мы можем попробовать проложить строчку и дождаться обработанного канта, чтобы убедиться, что у нас все произошло правильно. Можем прямо сразу же поднять коленоподъемником лапку и этот срез пропустить в то заложение, которое я вам показывала. Вот так вот аккуратненько. Кант необходимо контролировать рукой, чтобы ничего у нас не сместилось, периодически посматривать за ним. Вот что получается. Я вижу, что
Нужно пододвинуть устройство поближе, чтобы больше захватывала игла. Потому что игла здесь, вот видите, была на грани. У меня сейчас еще проблема такая, что я веду запись и не могу посмотреть, достаточно проконтролировать этот процесс. Оно может быть и к лучшему, чтобы разобрать ошибки. Как можно сделать на окантовывателе уголок? Это считается чем-то нереальным, потому что, как правило, проходят, обрабатывают одну сторону, но затем срезают вот этот излишек, и точно так же с вот этим тестовым кусочком проходят второй, распарывают угол и вручную его подшивают. Я сейчас покажу способ, который открыла сегодня, когда пыталась лучше проработать запись видеоматериала. Я дохожу до края и оставляю 0,5 на ширину канта. Вот так вот поворачиваю уголок, не боюсь, и поворачиваю его, укладываю в изгиб. И продолжаю обработку. Срежу и покажу вам. Вот что у меня получилось. Вот строчка. Строчка проходит на 0,1. Вот строчка. Строчка проходит на 0,1. Это лицо. Это изнанка. Это уголок. Уголок сейчас нужно отутюжить. И проверю его на разрыв. Покажу, что здесь все закреплено хорошо. Хорошо приутюживаем бейку. А теперь попробуем проверить бейку на прочность в этом месте. Посмотрите, я прикладываю немало усилий, чтобы попытаться вырвать ее с этого уголка, и у меня ничего не получается, потому что все надежно, без какой-то вот там слабины обработано, то есть ничего не будет разрываться. Вот такой способ я показала вам. Делитесь в комментариях о том, как вы обрабатываете косой бейкой вручную или давно подружились с устройством под названием окантовыватель.